Агата Кристи. Партнеры по преступлению. Глава 19. Непробиваемое алиби. Томми и Таппинс были заняты разбором почты. Таппинс воскликнула и протянула письмо Томми. «Новый клиент», — произнесла она с важным видом. «Ха», — сказал Томми. «Что мы можем вывести из этого письма, Уотсон?» «Да практически ничего, кроме вполне очевидного факта, мистер Монтгомери Джонс не входит в число лучших знатоков орфографии. А это убедительно доказывает, что он получил очень дорогое образование». «Монтгомери Джонс?» — переспросила Таппинс. «Так, что же мне о нем известно?» «Ах да, вспомнила. По-моему, Джанет Сент-Винсент упоминала его. Его мать, леди Эйлин Монтгомери, была ужасно сварливой и рьяной англиканкой, вся в золотых крестиках и прочей атрибутики. И она вышла замуж за человека по фамилии Джонс, который неимоверно богат. Словом, все та же старая история», — резюмировал Томми. «Так, посмотрим, на какое время мистер Монтгомери Джонс просит о встрече». «Ага, в 11:30». Ровно в 11:30 в приемную вошел очень высокий молодой человек с добродушным и наивным лицом и обратился к Альберту, мальчику на посылках. «Послушайте, я могу видеть мистера, Бланта?» «Вы записаны, сударь?» — поинтересовался Альберт. «Не совсем уверен. То есть, думаю, да. Я хочу сказать, я отправлял письмо». «Ваше имя, сударь?» «Мистер Монтгомери Джонс». «Я доложу о вас мистеру Бланту». Спустя пару мгновений он вернулся. «Пожалуйста, подождите несколько минут, сударь. Мистер Блант сейчас проводит очень важное совещание». «Да, разумеется», — ответил мистер Монтгомери Джонс. Выждав паузу, чтобы произвести на клиента должное впечатление, Томми нажал кнопку вызова на своем столе, и Альберт провел мистера Монтгомери Джонса в кабинет. Томми поднялся навстречу, тепло пожал ему руку и жестом указал на свободное кресло. «Итак, мистер Монтгомери Джонс», — бодро начал он, — «чем мы можем быть вам полезны?» Мистер Монтгомери Джонс неуверенно взглянул на третьего человека в кабинете. «Мой личный секретарь, мисс Робинсон», — представил ее Томми. «При ней вы можете говорить абсолютно свободно. Полагаю, речь идет о каком-то деликатном семейном деле?» «Ну, не совсем», — ответил мистер Монтгомери Джонс. «Вы меня удивляете», — признался Томми. «Надеюсь, вы сами не попали в какую-нибудь неприятность». «А, что вы, вовсе нет», — возразил мистер Монтгомери Джонс. «Что ж», — сказал Томми, — «тогда, быть может, вы, изложите факты по порядку?» Однако именно этого мистер Монтгомери Джонс сделать и не мог. «Понимаете, это чертовски странная штука, о которой я хочу вас попросить», — пробормотал он в замешательстве. «Я право не знаю, как к этому подступиться». «Делами о разводах мы не занимаемся», — предупредил Томми. «О Господи, нет», — поспешно возразил мистер Монтгомери Джонс. «Я совсем не об этом. Это просто, слово чести, дурацкая шутка. Вот и все». «Кто-то сыграл с вами странную злую шутку?» — предположил Томми. Но мистер Монтгомери Джонс снова качнул головой. «Ладно», — сказал Томми, дипломатично отступая. «Не торопитесь и расскажите все своими словами».
Пауза затянулась. «Понимаете», — произнес наконец мистер Джонс, — «все произошло за обедом. Я сидел рядом с одной девушкой». «Так-так», — подбодрил его Томми. Она была, в общем, даже не знаю, как ее описать. Но она просто одна из самых азартных девчонок, которых я встречал. Она австралийка, приехала сюда с подругой, они вместе снимают квартиру на Кларджи-стрит. Ужасно азартная, готова на любую авантюру. Словом, вы даже представить не можете, какое впечатление она на меня произвела. «Мы прекрасно можем это представить, мистер Джонс», — произнесла Таппинс. Она четко осознавала, если они хотят выудить наружу настоящую суть проблем мистера Монтгомери Джонса, здесь потребуется сочувственный женский подход, а не сухое деловое занудство мистера Бланта. «Мы вас очень хорошо понимаем», — подбодрила его Таппинс. «Понимаете, вся эта история стала для меня полнейшим шоком», — продолжал мистер Монтгомери Джонс. «Я и подумать не мог, что девушка способна так, просто сбить с ног. Вообще-то, до нее были и другие, две девушки. Одна была чертовски славной и все такое, но мне не очень нравился ее подбородок. Правда, танцевала она изумительно. Да и знаю я ее с самого детства, а от этого всегда чувствуешь себя как-то в безопасности, понимаете? А еще была одна девица из кабаре, Фриволити. С ней было страшно весело, но, само собой, матушка устроила бы жуткий скандал. Да и, честно говоря, жениться ни на одной из них я не собирался. Но я все размышлял об этом, и тут, просто как гром среди ясного неба. Я сел за обедом рядом с этой девушкой, и весь мир перевернулся, сочувственно подсказала Таппинс. Томми нетерпеливо зашевелился в кресле. Повествование о любовных похождениях мистера Монтгомери Джонса успело ему порядком надоесть. «Вы невероятно точно выразились», — просиял мистер Монтгомери Джонс. «Все именно так и было. Вот только, знаете, мне кажется, я на нее особого впечатления не произвел. Может, по мне и не скажешь, но умником меня никак не назвать». «Не стоит быть столь скромным», — улыбнулась Таппинс. «Да нет, я же понимаю, что парень я вполне обычный», — с обаятельной улыбкой признал мистер Джонс. «Куда уж мне до такой совершенно потрясающей девушки. Вот почему я просто обязан довести это дело до конца. Это мой единственный шанс. Она настолько держит слово, что никогда не пойдет на попятую». «Что ж, мы искренне желаем вам удачи и все такое», — доброжелательно проговорила Таппинс. «Но я пока не совсем понимаю, чего именно вы ждете от нас». «О, Господи!» — ахнул мистер Монтгомери Джонс. «Разве я еще не объяснил?» «Нет», — ответил Томми. «Не объяснили». В общем, дело было так. Мы разговаривали о детективных романах. Юну, так ее зовут, увлечена ими ничуть не меньше моего. И мы заспорили об одной конкретной книге. Весь ее сюжет закручен на алиби. Словом, разговор съехал на алиби и на то, как их фабрикуют. И тут я сказал, нет, это она сказала. Да кто же из нас это сказал? «Неважно, кто именно», — перебила Таппинс. В общем, я сказал, что сделать штукатурку безупречного алиби — чертовски сложная штука. А она не согласилась. Заявила, что тут нужна лишь капелька сообразительности. Мы ужасно распалились, споря об этом, и в конце концов она сказала: «Предлагаю пари». На что спорим, что я предоставлю алиби, которое никто не сможет опровергнуть? На что угодно.
ответил я, и мы ударили по рукам прямо на месте. Она была абсолютно уверена в своей победе. «Для меня это верный выигрыш», — заявила она. «Не будь так уверена», — ответил я. «А что, если ты проиграешь, и я попрошу все, что захочу?» Она засмеялась и сказала, что родом из семьи азартных игроков, так что она согласна. «И что же?» — спросила Таппинс, когда мистер Джонс умолк и уставился на нее с мольбой. «Ну разве вы не понимаете? Теперь все зависит от меня. Для меня это единственный шанс сделать так, чтобы такая девушка вообще обратила на меня внимание. Вы даже не представляете, насколько она азартна. Прошлым летом она каталась на лодке, и кто-то поспорил с ней, что она не прыгнет за борт и не доплывет до берега прямо в одежде. И она сделала это. «Весьма любопытное предложение», — задумчиво произнес Томми. «Хотя я все еще не до конца понимаю суть». «Все предельно просто», — воскликнул мистер Монтгомери Джонс. «Вы ведь наверняка только этим и занимаетесь. Расследуете фальшивые алиби и ищете в них бреши». Ну разумеется», — поддакнул Томми. «Мы постоянно выполняем подобную работу. Кто-то должен сделать это ради меня», — продолжал Монтгомери Джонс. «Сам-то я в таких делах полнейший ноль. Вам нужно всего лишь поймать ее на лжи, и дело в шляпе. Понимаю, для вас все это выглядит полнейшей глупостью, но для меня это значит все. И я готов оплатить, все необходимые гонорары и расходы». «С этим все будет в порядке», — заверила его Таппинс. «Я уверена, что мистер Блант возьмется за ваше дело». «Несомненно, несомненно», — подтвердил Томми. «Чрезвычайно освежающее дело, просто чрезвычайно». Мистер Монтгомери Джонс перевел дух, вытащил из кармана пачку бумаг и выудил одну из них. «Вот оно!» — воскликнул он. «Она пишет: я посылаю тебе доказательства того, что находилась в двух разных местах в одно и то же время. Согласно первой версии, я ужинала в ресторане Боны там, в Сохо в одиночестве, затем отправилась в театр Дьюкс и поужинала с моим знакомым, мистером Лемаршаном, в Савое. Но в то же самое время я останавливалась в отеле «Кастл» в Торке и вернулась в Лондон только на следующее утро. Тебе предстоит выяснить, какая из этих двух историй правдива и как мне удалось сфабриковать вторую». «Ну вот», — подытожил мистер Монтгомери Джонс. «Теперь вы понимаете, чего именно я от вас хочу?» «Прелестная небольшая задачка», — заметил Томми. «Очень наивная». «Вот фотография Юны», — сказал мистер Монтгомери Джонс. «Она вам понадобится». «Как полное имя барышни?» — поинтересовался Томми. «Мисс Юну Дрейк». Ее адрес — Кларджес-стрит, дом 180. «Благодарю вас», — ответил Томми. «Что ж, мы изучим это дело ради вас, мистер Монтгомери Джонс. Надеюсь, совсем скоро мы порадуем вас добрыми вестями. Послушайте, я вам безумно благодарен», — воскликнул мистер Джонс, поднимаясь с места и крепко пожимая руку Томми. «У меня прямо гора с плеч валится». Проводив клиента, Томми вернулся в кабинет. Таппинс стояла у шкафа, в котором хранилась библиотека классических детективов. «Инспектор Френч», — произнесла Таппинс. «Что?» — переспросил Томми. «Ну, конечно же, инспектор Френч», — пояснила Таппинс. «Он всегда расследует алиби. Я отлично знаю всю процедуру.
Нам нужно все перепроверить и сопоставить. Сначала все будет казаться идеальным, но надо присмотреться поближе, и мы отыщем изъян. Особой сложности тут возникнуть не должно, согласился Томми. Я имею в виду знание того, что одно из алиби заведомо фальшивое, делает наш успех почти неизбежным. Вот это-то меня и беспокоит. Не вижу тут причин для беспокойства. Я беспокоюсь за девушку, пояснил Томми. Из-за этого пари ей, возможно, придется выйти замуж за этого молодого человека, хочет она того или нет. «Дорогой мой», — сказала Таппинс, — «не глупи. Женщины никогда не бывают настолько азартны, насколько хотят казаться. Если бы эта девушка не была заранее готова выйти замуж за этого симпатичного, хоть и довольно неуверенного юношу, она никогда не стала бы заключать подобные пари. Но поверь мне, Томми, она выйдет за него с куда большим энтузиазмом и уважением, если он выиграет спор, чем если ей придется поддаваться и облегчать ему задачу каким-то другим способом. «Ты уверена, что знаешь абсолютно все на свете?» — хмыкнул ее муж. «Так и есть», — невозмутимо ответила Таппинс. «Ну а теперь давай изучим наши данные», — сказал Томми, подтягивая к себе бумаги. Во-первых, фотография. Весьма хорошенькая девушка. И снимок, надо сказать, отличный. Четкий, ее легко будет узнать. «Нам нужно достать фотографии других девушек», — заявила Таппинс. «Зачем?» «Они всегда так делают», — объяснила Таппинс. Показываешь официантам 4 или 5 снимков, и они выбирают нужный. Думаешь, они правда выбирают нужный? Усомнился Томми. Ну, в книгах то всегда выбирают, парировала Таппинс. Как жаль, что реальная жизнь так отличается от художественной литературы, вздохнул Томми. Так, что тут у нас дальше? Ага. Это лондонская часть. Обед в ресторане Боны там, в 7:30. Поход в театр Дьюкс на спектакль «Синие дельфиниумы». Корешок театрального билета прилагается. Ужин в Савое с мистером Ле Маршаном. Полагаю, мы можем побеседовать с мистером Ле Маршаном. Это нам ничего не даст, возразила Таппинс. Если он помогает ей сфабриковать алиби, то, разумеется, не станет ее выдавать. Все, что он скажет, можно смело вычеркивать. Ладно, а вот часть истории, продолжил Томми. Поезд в 12 часов с вокзала Паддингтон, обед в вагоне-ресторане, оплаченный счет прилагается. Остановка в отеле Кастл на 1 ночь. Снова оплаченный счет. «По-моему, все это как-то примитивно», — задумчиво произнесла Таппинс. «Купить билет в театр может кто угодно, для этого вовсе не обязательно туда ходить. Девушка просто уехала в Торки, а лондонская история — фальшивка». «Если так, то для нас это легчайшая добыча», — ответил Томми. «Что ж, думаю, нам все равно стоит пойти и побеседовать с мистером Ле Маршаном». Мистер Ле Маршан оказался жизнерадостным юношей, который совершенно не удивился их визиту. «У Юны снова какая-то затея, верно?» — поинтересовался он. «Никогда не знаешь, чего ждать от этой девчонки». «Насколько я понимаю, мистер Ле Маршан, начал Томми, мисс Дрейк ужинала с вами в Савое в прошлый вторник вечером?» «Все верно», — подтвердил мистер Ле Маршан. «Я точно знаю, что это был вторник, потому что Юну тогда прямо-таки заставила меня это запомнить. И мало того, она заставила меня записать все в блокнот». С некоторой гордостью он продемонстрировал едва заметную запись карандашом «Ужин с Юной». Савой. Вторник,
19. А где мисс Дрейк была раньше в тот вечер? Вы не знаете. Она ходила на какую-то тоскливую пьесу под названием «Розовые пионы» или что-то в этом роде. Полная ерунда, как она мне сказала. Вы абсолютно уверены, что мисс Дрейк была с вами в тот вечер? Мистер Ле Маршан уставился на него. Ну, разумеется. Я же вам только что об этом рассказал. Возможно, она сама попросила вас рассказать нам об этом? Вмешалась Таппинс. Ну, честно говоря, она действительно сказала кое-что чертовски странное. Она сказала: «Так, что же это было?» «Ты думаешь, Джимми, что сидишь здесь и ужинаешь со мной, но на самом деле я ужинаю за 200 миль отсюда, в Диваншире». Вот ведь чертовски странные слова, вы не находите? Какая-то мистика с астральным телом. А самое смешное, что моему приятелю, Дики Райсу, показалось, будто он видел ее там. А кто этот мистер Райс? Да просто мой знакомый. Он ездил в Торки проведать свою тетку. Знаете, из тех старых перечниц, которые вечно собираются умереть, но никак не умирают. Дикий ездил туда изображать заботливого племянника. И он сказал мне: я тут на днях видел ту австралийскую девчонку. Юну, как ее там. Хотел подойти и поговорить, но тетка утащила меня болтать с какой-то старой мегерой в инвалидном кресле. Я спросил, и когда это было? А он ответил: да, во вторник, где-то в районе чаепития. Я, конечно, сказал ему, что он ошибся, но согласитесь, совпадение странное. Особенно если вспомнить слова Юны про Диваншир в тот вечер. «Весьма странное», — согласился Томми. «Скажите, мистер Ле Маршан, а ужинал ли кто-то из ваших знакомых поблизости от вас, в Савое?» За соседним столиком сидело семейство Агландер. «Они знают мисс Дрейк?» Да, они знакомы. Но, правда, близкими друзьями не являются. Что ж, если вы больше ничего не можете нам рассказать, мистер Ле Маршан, думается, мы пожелаем вам доброго утра. Либо этот малый, невероятно искусный лжец, сказал Томми, когда они вышли на улицу, либо он говорит чистейшую правду. Да, согласилась Таппинс. Я изменила свое мнение. Теперь у меня такое чувство, что Юну Дрейк действительно ужинала в Савое в тот вечер. «А теперь мы отправимся в Бонн и там», — заявил Томми. Голодающим сыщикам явно не помешает немного подкрепиться. Только давай сначала раздобудем несколько фотографий других девушек. Это оказалось куда сложнее, чем они предполагали. Зайдя в ателье фотографа и попросив несколько случайных снимков, они столкнулись с холодным отпором. Но почему все то, что так просто и легко происходит в книгах, оказывается таким сложным в реальной жизни? Пожаловалась Таппинс. Да чего же подозрительно они на нас посмотрели? Как ты думаешь, что они возомнили? Будто мы собираемся сделать с этими фотографиями что-то нехорошее. Лучше пойдем и обыщем квартиру Джейн. Подруга Таппинс, Джейн, оказалась девушкой сговорчивой. Она разрешила Таппинс порыться в комоде и выбрать 4 снимка ее бывших подруг, которых когда-то поспешно сгрузили туда, чтобы с глаз долой и из сердца вон. Вооружившись этим плеядой женских красот, они отправились в Бонн и там, где их ждали новые трудности и немалые расходы. Томми приходилось подзывать каждого официанта по очереди, давать ему на чай и затем предъявлять подборку фотографий. Результат оказался неутешительным.
Как минимум 3 девушки с фотографией имело отличные шансы оказаться той самой барышней, ужинавшей здесь в прошлый вторник. После этого они вернулись в кабинет, где Таппинс с головой ушла в изучение расписания поездов. Вокзал Паддингтон, 12 часов. Торки, 3 часа 35 минут. Это тот самый поезд. И приятель Ле Маршана, мистер Сага, или Тапиока, или как там его, видел ее там как раз во время чаепития. «Помни, мы ведь еще не проверяли его слова», — напомнил Томми. Если, как ты сама говорила вначале, Ле Маршан — друг юный Дрейк, он вполне мог выдумать всю эту историю. «А, мы обязательно разыщем мистера Райса», — ответила Таппинс. «У меня есть какое-то внутреннее чутье, что мистер Ле Маршан говорил правду. Нет, сейчас я пытаюсь понять вот что. Юну Дрейк уезжает из Лондона 12-часовым поездом, возможно, снимает номер в отеле и распаковывает вещи. Затем она садится на поезд обратно в город и приезжает аккурат к ужину в Савое. Есть один поезд в 16:40, он прибывает на вокзал Паддингтон в 21:10. «И что потом?» — спросил Томми. А вот потом Таппинс нахмурилась, все становится куда сложнее. Из Паддингтона в полночь идет поезд обратно, но на него она едва ли успевала, это слишком рано. «Быстрая машина», — предположил Томми. Усомнилась Таппинс. «Это же почти 200 миль. Мне всегда говорили, что австралийцы водят совершенно лихо». «Ну, полагаю, это возможно», — сказала Таппинс. «Тогда она приехала бы туда где-то в 7 утра». «И ты думаешь, она юркнула в свою кровать в отеле «Кастл» так, что ее никто не заметил? Или явилась туда и объяснила, что гуляла всю ночь и просит выдать ей счет?» «Томми», — воскликнула Таппинс, — «ну и дураки же мы». Ей вовсе не обязательно было возвращаться в Торки. Достаточно попросить кого-то из друзей съездить в отель, забрать ее багаж и оплатить счет. И вуаля, у тебя на руках оплаченный счет с нужной датой. Полагаю, в целом мы выстроили весьма разумную гипотезу, подвел итог Томми. Теперь нужно сесть на завтрашний 12-часовый поезд в Торки и проверить наши блестящие выводы. Вооружившись папкой с фотографиями, Томми и Таппинс на следующее утро благополучно расположились в вагоне первого класса и забронировали столики на вторую смену обеда. «Вряд ли нам попадутся те же самые официанты в вагоне-ресторане», — вздохнул Томми. «Это было бы слишком большим везением. Думаю, нам придется днями ездить туда и обратно в Торки, прежде чем мы наткнемся на нужных людей. Вся эта суета с алиби ужасно утомляет», — пожаловалась Таппинс. В книгах все это укладывается в пару абзацев. Инспектор такой-то сел на поезд до Торки, допросил официантов в вагоне-ресторане, вот и сказочки конец. Однако на этот раз молодой парочке улыбнулась удача. Официант, принесший счет за обед, оказался именно тем, кто дежурил в прошлый вторник. Тут в дело вступил проверенный метод, который Томми называл «магией 10-шиллинговой купюры», и Таппинс достала папку. «Я хотел бы узнать», — начал Томми, — «обедала ли какая-нибудь из этих дам в этом поезде в прошлый вторник?» К их огромному удовольствию, в лучших традициях детективных романов, мужчина сразу же указал на фотографию юны Дрейк. «Да, сударь, я прекрасно помню эту леди. И точно помню, что это был вторник, потому что сама леди обратила на это внимание, сказав, что вторник для нее – самый удачный день недели». «Пока все идет как по маслу», – сказала Таппинс, когда они вернулись в свое купе. И в отеле она, скорее всего, тоже зарегистрировалась без проблем.
Доказать, что она вернулась в Лондон, будет сложнее, но, возможно, кто-то из носильщиков на вокзале ее вспомнит. Однако здесь их ждала неудача. Перейдя на платформу обратного направления, Томми расспросил контролера и нескольких носильщиков. После раздачи полукрон в качестве предлога для разговора двое носильщиков ткнули пальцем в один из других снимков, смутно припоминая, будто кто-то похожий уезжал в город поездом 16:40, но Юну Дрейк никто так и не узнал. «Но это ничего не доказывает», — возразила Таппинс, когда они выходили с вокзала. Она могла уехать этим поездом, и ее просто никто не заметил. Или она могла уехать с другой станции, с Торы. «Это весьма вероятно», — согласилась Таппинс. «Впрочем, с этим мы разберемся после того, как побываем в отеле». Отель «Кастл» был большим зданием с видом на море. Забронировав номер на ночь и расписавшись в журнале регистрации, Томми непринужденно заметил: «Кажется, в прошлый вторник у вас останавливалась наша знакомая. Мисс Юну Дрейк». Молодая девушка у стойки администратора просияла. «А да, я очень хорошо ее помню. Кажется, барышня из Австралии». По знаку Томми Таппинс достала фотографию. «Правда, прелестный снимок?» — спросила Таппинс. Очень милый, невероятно стильный». «А она долго у вас пробыла?» — поинтересовался Томми. «Что ж, это кажется абсолютно железным», — сказал Томми, когда горничная ушла. «Отсюда можно сделать только один вывод: сфабрикована именно лондонская часть». «Должно быть, мистер Ле Маршан куда более искусный лжец, чем мы думали», — заметила Таппинс. «У нас есть способ проверить его слова», — ответил Томми. Он сказал, что за соседним столиком сидели люди, с которыми Юну слегка знакома. «Как их фамилия?» «Агландер, вот как». «Нам нужно разыскать этих агландеров, а также поспрашивать в квартире мисс Дрейк на Кларджи-стрит». На следующее утро они оплатили счет и уехали немного павшие духом. Разыскать агландеров с помощью телефонного справочника оказалось довольно просто. На этот раз Таппинс взяла инициативу в свои руки и представилась сотрудницей нового иллюстрированного журнала. Она нанесла визит миссис Агландер, попросив пару подробностей об их светском ужине в Савое во вторник вечером. Этими подробностями миссис Агландер поделилась с превеликим удовольствием. Уже уходя, Таппинс как бы между прочим добавила: «Позвольте уточнить, а разве за соседним столиком от вас сидела не мисс Юну Дрейк? Неужели правда, что она помолвлена с герцогом Перцким? Вы ведь знакомы с ней, не так ли?» «Я знакома с ней шапочно», — ответила миссис Агландер. «Кажется, очень прелестная девушка». «Да, она сидела за соседним столиком с мистером Ле Маршаном. Мои дочери знают ее лучше, чем я». Следующей остановкой Таппинс была квартира на Кларджи-стрит. Там ее встретила мисс Марджори Лестер, подруга, с которой мисс Дрейк снимала жилье. «Да расскажите же мне, что все это значит», — жалобно попросила мисс Лестер. «Юну затеяла какую-то хитрую игру, а я понятия не имею, в чем дело». Разумеется, во вторник вечером она ночевала здесь. «Вы видели ее, когда она вернулась?» «Нет, я уже легла спать». «У нее, конечно же, есть свой ключ от двери». «Думаю, она пришла около часу ночи». «А когда вы ее увидели?» На следующее утро, часов в 9, или, может быть, ближе к 10. Выходя из квартиры,
Таппинс едва не столкнулась с входившей туда высокой поджарой женщиной. «Извините, барышня, виновата», — пробормотала поджарая женщина. «Вы здесь работаете?» — спросила Таппинс. «Да, барышня, я прихожу каждый день». «Во сколько вы приходите по утрам?» «Мое время — 9 часов утра, барышня». Таппинс поспешно сунула в руку поджарой женщины полкроны. «Скажите, а мисс Дрейк была здесь в прошлый вторник утром, когда вы пришли?» «А да, барышня, конечно, была». Спала без задних ног в своей постели и едва проснулась, когда я принесла ей чай. «А, спасибо вам», — сказала Таппинс и удрученно спустилась по лестнице. Они договорились встретиться с Томми за обедом в небольшом ресторанчике в Сохо, и там они сопоставили свои записи. «Я виделся с этим парнем, Райсом». Все правда, он действительно видел Юну Дрейк издали в Торке. «Что ж», — произнесла Таппинс, — «мы отлично проверили эти алиби». «Слушай, дай-ка мне клочок бумаги и карандаш, Томми. Давай запишем все аккуратно, как делают все сыщики». Первое. 1 час 30 минут Юну Дрейк видит в вагоне-ресторане поезда. Второе. 4 часа она прибывает в отель «Кастл». Третье. 5 часов ее видит мистер Райс. Четвертое. 8 часов ее видят обедающей в отеле. Пятое. 9 часов 30 минут она просит грелку с горячей водой. Шестое. 11 часов 30 минут ее видят в Савое с мистером Ле Маршаном. Седьмое. 7 часов 30 минут утра горничная будет ее в отеле «Кастл». Восьмое. 9 часов утра приходящая кухарка будет ее в квартире на Кларджи-стрит. Они переглянулись. «Что ж, похоже, блестящие сыщики Бланта терпят поражение», — вздохнул Томми. «А мы не должны сдаваться», — воскликнула Таппинс. «Кто-то из них обязательно лжет». Самое странное, что у меня создалось ощущение, будто никто не лгал. Все они казались предельно искренними и правдивыми. И все же здесь есть какая-то брешь. Мы знаем, что она есть. Мне в голову приходят самые разные вещи, вроде частных самолетов, но это никак не продвигает нас вперед. А я склоняюсь к теории про астральное тело, пошутил Томми. «Что ж», — сказала Таппинс, — «единственное, что нам остается, это переспать с этой мыслью. Твое подсознание работает, пока ты спишь». Хмыкнул Томми. «Если твое подсознание выдаст тебе безупречный ответ на эту загадку к завтрашнему утру, я сниму перед ним шляпу». Весь тот вечер они провели в молчании. Снова и снова Таппинс возвращалась к листку с хронологией. Она выводила что-то на бумажках, мурлыкала себе под нос, в растерянности листала железнодорожные справочники. Но в итоге они оба отправились спать без малейшего проблеска света в этой запутанной задаче. «Это очень удручает», — сказал Томми. «Один из самых тоскливых вечеров в моей жизни», — согласилась Таппинс. «Нам стоило пойти в театр эстрады», — заметил Томми. «Пара хороших шуточек про тещ, близнецов и бутылки пива пошла бы нам на пользу». «Нет, ты увидишь, эта концентрация в конце концов сработает», — заявила Таппинс. «Представляешь, как сильно придется потрудиться нашему подсознанию в ближайшие 8 часов». И на этой оптимистичной ноте они отправились спать. «Ну как?» — спросил Томми на следующее утро. «Подсознание сработало?»
У меня есть идея. Просияла Таппинс. Серьезно? И что за идея? Ну, довольно забавная идея. Совсем не похожая на то, о чем я читала в детективных романах. Собственно говоря, эту идею мне подал ты сам. Ну тогда это наверняка отличная идея. Убежденно произнес Томми. Давай, Таппинс, выкладывай. Сначала мне нужно отправить телеграмму, чтобы все проверить, ответила Таппинс. Нет-нет, я ничего тебе не скажу. Это совершенно безумная идея, но это единственное, что объясняет все факты. Что ж, сказал Томми, мне пора в кабинет. Полная приемная разочарованных клиентов не должна ждать понапрасну. Оставляю это дело в руках моей подающей надежды подчиненной. Таппинс весело кивнула. В кабинете она не появлялась весь день. Когда Томми вернулся домой около 5:30 вечера, его встретила абсолютно ликующая Таппинс. «Я сделала это, Томми. Я разгадала тайну алиби. Мы можем внести в счет все эти полукроны и 10-шиллинговые купюры и потребовать от мистера Монтгомери Джонса солидный гонорар. И он может прямо сейчас идти и забирать свою девушку. Каково же решение?» — воскликнул Томми. «Предельно простое», — ответила Таппинс. «Близнецы. Что ты имеешь в виду? Какая еще двойня?» «Да самая обыкновенная. Разумеется, это единственная разгадка. Должна сказать, ты сам натолкнул меня на эту мысль вчера вечером, когда заговорил про тещ, близнецов и бутылки пива. Я отправила телеграмму в Австралию и получила ответ с нужными сведениями. У Юны есть сестра-близнец, Вера, которая приехала в Англию в прошлый понедельник. Вот почему она смогла так легко заключить это пари. Она решила, что это будет отличный розыгрыш для бедняги Монтгомери Джонса. Сестра поехала в Торки, а сама Юны осталась в Лондоне. «Как ты думаешь, она сильно расстроится, что проиграла?» — спросил Томми. «Нет», — ответила Таппинс. «Не думаю. Я уже говорила тебе свое мнение на этот счет. Всю славу она припишет сообразительности Монтгомери Джонса. А я всегда считала, что уважение к способностям мужа должно быть основой семейной жизни. Рад, что внушил тебе эти мысли, Таппинс. И все же это не самое изящное решение, задумчиво произнесла Таппинс. Совсем не тот хитроумный изъян, который обнаружил бы инспектор Френч. «Ерунда», — возразил Томми. «По-моему, то, как я предъявлял эти фотографии официанту в ресторане, было совершенно в духе инспектора Френча. Ему не приходилось пускать в ход столько полукрон и 10-шиллинговых купюр, сколько израсходовали мы», — замешкалась Таппинс. «Неважно», — успокоил ее Томми. «Мы включим их все до единой с наценкой в счет мистеру Монтгомери Джонсу. Он будет в таком состоянии идиотского блаженства, что, пожалуй, оплатит самый астрономический счет и даже глазом не моргнет». «Так ему и надо», — согласилась Таппинс. «Разве блестящие сыщики Бланта не добились блистательного успеха?» «Ох, Томми, мне кажется, мы невероятно умны. Иногда мне от этого становится даже немного страшно. Наше следующее дело будет в стиле Роджера Шерингема, и ты, Таппинс, будешь изображать Роджера Шерингема. Тогда мне придется очень много болтать», — замешкалась Таппинс. «У тебя это выходит совершенно естественно», — хмыкнул Томми.
А теперь я предлагаю воплотить в жизнь мой вчерашний план и отправиться в театр эстрады, где полно шуточек про тещ, бутылки пива и близнецов.